Приветствую, друзья! Сегодня в Пекине произошел очень серьезный и мощный парад в честь победы над милитаристской Японией. И там, конечно же, присутствовал и Владимир Владимирович. Его там, естественно, очень хорошо принимали. Ну и можно заметить, что он стоял сразу возле Си Цзиньпиня по правую руку. А это все-таки говорит о том, что партнерские отношения между Россией и Китаем, они просто на очень и очень высоком уровне, особенно после заявления о том, что Россия и Китай будут строить, естественно, уже новый миропорядок, ну и, естественно, глобальную систему управления, ну и, конечно, не без Индии там обходится. Ну и можно заметить, что там в Пекине собралось очень, знаете, большое количество различных руководителей разных стран. И это, ну, мягко говоря, не сильно похоже на международную изоляцию России, про которую так активно вопят западные СМИ на протяжении многих лет. Стоит напомнить, что праздник День Победы над милитаристской Японией учредил еще Иосиф Виссарионович. И, конечно же, без Советского Союза разгром Японии не был бы настолько ошеломляющим и беспощадным, потому что благодаря Красной Армии фактически Квантунская японская армия была разбита на голову. Ну и, конечно же, в этом всем принимал непосредственное участие Иосиф Виссарионович. Ну и, конечно же, в Китае об этом очень хорошо помнят. Чего стоит, собственно, внешний вид Си Цзиньпиня, который, ну, мягко говоря, так очень серьезно копирует и Виссарионович, ну и, естественно, Мао Цзэдуна. Стоит добавить, что сегодня прошел не просто, знаете, парад в честь победы над Японией, а здесь на самом-то деле смысл гораздо глубже, потому что если мы просто сравним, как парады проходили в США, там, во Франции и так далее, и посмотрим на то, что мы видим сейчас в Китае, то, очевидно, это просто небо и земля в отношении того, каким образом экипирована армия, ну и каким образом там все организовано. Поэтому сейчас, особенно с учетом того, что Китай на своем военном параде показал просто гигантское количество различной новой военной техники, эта история, она просто четко обозначает позицию и Китая, и Российской Федерации, ну и, естественно, Индии, и Ирана, и Бразилии в отношении того, что собственно, те страны, которые сейчас будут строить новую систему глобального управления, они, ну, знаете, далеко не беспомощные, а наоборот, с военной точки зрения, они просто вооружены очень серьезным образом, ну и, естественно, могут элементарно бросить вызов даже США. Речь идет и за различные гиперзвуковые ракеты, и за ракеты воздушного базирования, ну и за новые, конечно же, военно-транспортные самолеты Китая, которые получили свое, так сказать, начало от еще советских Ил-76, и сейчас это уже совершенно другие самолеты, но тем не менее визуально они во многом сохраняют сходство. Ну и, конечно же, много-много различных беспилотников, и крупных, и вертолетного типа и так далее. Ну и, конечно, здесь и различные торпеды неограниченной дальности, которые, естественно, сейчас уже, судя по всему, у Китая имеются в достаточном количестве. Ну и перехватить их, конечно же, просто под водой, ну, практически нереально. Поэтому сейчас Китай фактически повторяет шаг за шагом конкретно российскую такую систему сдерживания. И таким образом сейчас у Китая появился свой беспилотник неограниченного действия подводный типа российского Посейдона. Глядя на кадры этого военного парада, очевидно, это определенный сигнал западным странам в отношении того, что если все-таки Соединенные Штаты и Британия будут пытаться противодействовать созданию такой глобальной системы управления, очевидно, они получат очень жесткий отпор, и вооружения для этого, знаете, более чем хватает. Также это определенный намек и Израилю, а конкретно режиму Нетаньяху, потому что, конечно же, Иран также, вернее, иранский президент присутствовал на этом параде, ну и, очевидно, Китай просто продемонстрировал таким образом режиму Нетаньяху, что, естественно, они могут рассчитывать на какой-то новый виток,
боевых действий против Ирана, но ничем хорошим для режима Нетаньяху это гарантированно не закончится. Китай показал также и свои истребители пятого поколения, которые уже во многих модификациях есть, и, собственно, там есть уже и конкретно китайские разработки, есть также вот аналоги различных вот истребителей американских типа F-22 и F-35, и, собственно, очевидно, что Китай с точки зрения вот промышленности сейчас просто на голову выше Соединенных Штатов Америки, поэтому очевидно в плане вот производства истребителей также в Китае все поставлено на очень хорошем уровне. При этом не забывают и за системы ПВО, очевидно, будущее за лазерными системами, и Китай в этом плане также впереди планеты всей вместе с Россией, потому что у нас комплексы различные, есть там Пересвет и другие, которые сейчас засекречены, ну и в Китае идут полным ходом работы для того, чтобы этих комплексов было очень много, и они чтобы были очень дешевые. Ну и про остальные комплексы также не забывают, потому что обратите внимание, насколько сейчас много в Китае систем ПВО, которые против дронов малых рассчитаны, ну и, собственно, они уже давным-давно в серии, а это значит, что очень скоро мы можем их увидеть даже, например, в Иране или в России. После того, как Трамп увидел Путина, Си Цзиньпиня и Ким Чен Ына вместе, плюс еще дополнительную кучу там различных лидеров разных стран, в Соединенных Штатах случилась истерика форменная, и Трамп обозначил, что против США готовят серьезный заговор и Россия, и Китай, и, естественно, Северная Корея. Но, конечно, это все больше похоже на просто истерику, потому что, очевидно, не случайно Путин и Си Цзиньпинь обозначили, что будет строиться новая вот система глобального управления. Ну и, конечно же, в авангарде этого процесса будет Россия и Китай. И, конечно же, для США это удар под дых в прямом смысле слова. Именно поэтому США сейчас так вот истерят, потому что если бы США и гегемонии Штатов ничего не угрожало, то тогда бы таких истерик мы просто не наблюдали. Пригласили также в Китае и президента Азербайджана Алиева, который, как мы знаем, недавно публично объявил о том, что работает фактически на западную разведку и, знаете, даже вот период Советского Союза обозначил как оккупация Азербайджана. Ну и таким образом, конечно, вот Владимир Владимирович, этот персонаж, вот максимум мог что ожидать, так это, между прочим, чтобы ему пожали руку, ну и, собственно, пошли дальше, потому что, очевидно, данный персонаж сейчас маргинализировался настолько, что пока вот западная разведка держит его за причинное место, очевидно, с этим персонажем серьезно разговаривать никто не будет. Ну а пока в мире идут геополитические процессы, мы видим, что русская армия на поле боя продвигается вперед, и на Купянском направлении есть существенные успехи, потому что фактически уже часть города Купянска находится под контролем нашей армии. Ну и видеоподтверждения есть по этому поводу, и можно заметить, что действительно сейчас Купянск очень скоро будет освобожден, и эта новость, конечно же, не может не радовать. Ну и на других направлениях также натовские наемники вынуждены подтверждать, что да, действительно, русская армия идет вперед, и натовская ЧВК ВСУ сдержать ее просто не может. По позициям натовских наемников регулярно, конечно же, работают и ВКС РФ, конечно, авиабомбами с модулем коррекции и планирования, причем как с кассетной боевой частью, когда кроют большие площадя, где еще не успели закопаться натовские наемники, так и, конечно же, вот хорошо укрепленные вот бункеры, по которым прилетает порой даже и вот ФАП-3000. Ну и, конечно, это сразу вот можно заметить с очень далекого расстояния. При этом русская армия не забывает использовать и различные дроны для того, чтобы уничтожать места дислокации натовских наемников и где они там прячутся, пытаясь управлять своими натовскими дронами. Ну и, конечно же, регулярно ВКС РФ бьет по различным вот полигонам. Именно поэтому пан Сырский уже обозначил, что все, теперь он все полигоны переводит под землю. Но беда в том, что вот под землей особо не потренируешь вот войска, поэтому очевидно, просто сейчас такое решение вот свадебного генерала, оно больше направлено на то, чтобы просто остановить большую часть подготовки натовских наемников, но их просто будут держать в каком-нибудь подвале несколько месяцев, ну а дальше потом просто отправят на убой.
При этом, несмотря на праздник, День Победы над милитаристской Японией, над нацистской Японией, ВКС РФ, конечно же, не праздновали, а работали с утра до вечера. И, очевидно, долетала эта работа аж до Западной Украины, причем и город Хмельницк, военные объекты натовской ЧВК ВСУ, там очень многие были уничтожены. Ну и тут и Староконстантинов, конечно же, с аэродромом натовским, там где сейчас дислоцируются истребители F-16, и много других направлений также подвергались методичным ударам ВКС РФ. Параллельно с этим натовские наемники отмечают, что дроны камикадзе Герань стали гораздо более умнее, и есть уже Герани на фактически видеоуправлении, и даже эксперты обозначают, что такие Герани немножко отличаются от, собственно, стандартных, и там есть и камера, по которой идет система наведения, ну и даже дополнительная антенка и так далее. Ну и, конечно, сохранившуюся камеру до сих пор натовские наемники получить не могут, потому что при ударе, конечно же, все это дело уничтожается. И поэтому теория у натовских наемников есть, практика прилетов конкретно Герани очень четко по цели также имеется в большом количестве, но доказать еще, чтобы был какой-то видео или фотофакт, пока они только не могут и пользуются различными такими фотографиями, где можно заметить, что да, что-то там есть, и это что-то может быть даже камера. Тем временем Соединенные Штаты Америки в Карибском море фактически уничтожили лодку, которая с точки зрения Трампа, оказывается, везла наркотики. Но проверить это никто не может, потому что эту лодку моторную просто с беспилотника разбомбили. Ну и очевидно, это все-таки больше военное преступление, нежели какая-то борьба с наркотиками. Потому что если бы там действительно хотели с наркотиками бороться, эту лодку бы элементарно патрульный военный корабль ВМС США просто бы остановил. Ну и, естественно, досмотрели бы и выявили там наркотики, могли бы там видео сделать, показать конкретно. Ну и никого бы не пришлось убивать. А так, получается, лодку расстреляли с беспилотника, ну и по различным данным там 11 человек погибло. Таким образом, США просто дают понять, что против Венесуэлы они настроены очень агрессивно, и поэтому не случайно их пехота уже активно тренируется, различные штурмовые действия отрабатывает, чтобы захватывать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. И, конечно, вся эта история, она по умолчанию подразумевает большое количество крови. Ну и нужно понимать, что Венесуэла – это союзник России и Китая. Ну и, конечно же, США хотят сейчас ударить максимально по союзнику России и Китая в латиноамериканском регионе. Причем не случайно, потому что Венесуэла, она очень богатая страна с точки зрения и нефти, и различных других полезных ископаемых, и редкоземельных металлов. Поэтому сейчас Николас Мадуро для Трампа и для всего англосаксонского мирка это, знаете, очень серьезная кость в горле, которую сейчас, судя по всему, американцы решили попробовать военным путем как-то убрать. На этом фоне интересные новости приходят из Грузии, потому что там предъявили уже уголовную статью конкретно Михаилу Саакашвили за то, что в 2008 году этот персонаж фактически развязал войну, в которую включилась, конечно же, Российская Федерация, и по этому поводу были очень серьезные потери, и сейчас уже следствие пришло к выводу, что за этим всем конкретно стоит Саакашвили и его хозяева, кураторы. Ну и ему сейчас по этой новой статье уже грозит самое настоящее пожизненное заключение, если, конечно же, Миху не решит сдать конкретно своих кураторов-хозяев. Тем временем приходит информация в отношении мужика, который ликвидировал нациста и военного преступника Порубия недавно во Львове. Оказалось, что его семейная история, она имеет основу конкретно в 2014 году, когда пошла фактически гражданская война. И эта гражданская война, конечно же, прошлась и по семьям, и по его семье в том числе. И таким образом мать, которая задурила голову его сыну всякими бреднями про НАТО, Евросоюз и Евромайдан, фактически
таким образом сына направила против отца. И, естественно, это привело уже после начала СВО к вот уничтожению этого самого персонажа, который вступил в натовскую ЧВК ВСУ и поехал воевать в Артемовск. Для Украины эта история очень стандартная, потому что гражданская война, конечно же, идет также и по семьям. И очень много семей просто таким образом развалили в прямом смысле слова. Потому что, очевидно, часть здравомыслящего населения на Украине, они, естественно, понимали, что вместе с Россией есть адекватное нормальное будущее. Ну, а блок НАТО, Евросоюз и так далее, это всегда фактически вот рабская, вот унизительная позиция, и никогда там они своими нас считать не будут. И очевидно вот по этому поводу реально вот произошла серьезная семейная драма. И несмотря на то, что сыну задурили голову, и он пошел в натовскую ЧВК ВСУ с естественным финалом, все-таки мужик решил от себя сделать все, что можно для того, чтобы хоть как-то побороться с этой несправедливостью и ударить по этому нацистскому режиму так, насколько у него хватит силы. Поэтому очевидно, что данный мужик заслуживает, чтобы пойти по обмену и таким образом, чтобы все-таки он нашел останки своего сына и нормально их похоронил, ну и, возможно, начал жить с нуля, с самого начала уже на территории нашей большой родины. Ну а в Недорейхе Зеленского там вот продолжает крепчать маразм, и вот уже жители Днепропетровска выходят на улицы перекрывать дороги, потому что у них 5-й день просто нету воды, нету света, и, знаете, это далеко не предел, потому что дальше будет еще жестче. На этом фоне стало известно, что надсмотрщики натовского концлагеря Украины Зеленского в приграничной полосе пристрелили конкретно вот человека, который пытался все-таки выбраться на свободу из этого натовского концлагеря, но у него не получилось. И эта вся история очень показательная в отношении того, каким образом вот пограничники, так называемые, относятся к вот гражданам Украины. Им просто стреляют в спину, причем безоружным людям. Это все-таки нужно понимать. Очень серьезный сейчас риск для жизни даже вот так выходить через границу, потому что просто режимники Зеленского стреляют на поражение. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на него по традиции находится в описании под этим видео. До скорого!